Привет, друзья! Сейчас обеденный обзор новостей Европы, Германии и мира. В Соединенных Штатах Америки развивается юридическое обсуждение, связанное с использованием бренда Twitter. Стартап Bluebird оспаривает право компании Илона Маска на знаменитое название после ребрендинга платформы X. Результат этого разбирательства может повлиять на дальнейшее использование известного бренда в сфере социальных сетей. В Германии активно обсуждается решение Deutsche Bahn закупить, внимание, электробусы у китайского производителя. С учетом заявленных приоритетов экономической политики канцлера Германии Фридриха Мерца, этот контракт с Китаем активно обсуждается в Берлине. Одновременно в стране фиксируются изменения в уровне общественной поддержки правящей коалиции. ХДС-ХСС демонстрирует снижение поддержки, тогда как партия «Альтернатива для Германии» АФД сохраняет сопоставимые показатели, что учитывается в текущем политическом анализе. Отдельное внимание требует и ситуация на рынке жилья. В Германии ипотечные ставки поднялись выше 5%, и покупка недвижимости становится заметно дороже для миллионов людей. Кроме того, из Вашингтона поступили комментарии по актуальным международным вопросам. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Европе не следует безусловно рассчитывать на поддержку со стороны США. В Брюсселе председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обозначила необходимость формирования самостоятельного стратегического подхода в ЕС. Обо всех этих последних событиях Европы коротко расскажу буквально за несколько минут. Итак, в Соединенных Штатах Америки развивается новое юридическое разбирательство вокруг известного названия Twitter. Стартап из штата Вирджиния, который называется проект Bluebird, подал официальную заявку в патентное и торговое ведомство США с требованием отменить право собственности на торговые марки Twitter и Tweet. Суть претензий проста. После того, как платформа Twitter была переименована в X и перестала использовать старое название и логотип, стартап считает, что компания X больше не пользуется этими брендами, а значит отказалась от прав на них. Изменения включают замену знаменитого синего птичьего логотипа и смену домена. Проект Bluebird одновременно подали заявку и на регистрацию торговой марки Twitter для новой социальной сети под названием Twitter New, которую планируется запустить уже в 2026 году. Если ведомство удовлетворит эту петицию, стартап может использовать бренд, который десятилетиями был одной из самых узнаваемых названий в интернете. Решение еще не принято. Компания X, которая принадлежит предпринимателю Илону Маску, располагает сроком до февраля 2026 года для официального ответа. Юристы отмечают, что исход спора зависит от того, удастся ли доказать, что бренд действительно был заброшен. Эта история показывает, как смена имени и отказ от старого бренда может открыть юридическое окно для новых игроков и может привести к возвращению легендарного названия Twitter на рынок социальных сетей. Следующая тема имеет заметное значение для Германии. В Германии активно обсуждается новый контракт немецких железных дорог. Компания Deutsche Bahn заказала, внимание, электробусы у китайского производителя Yutong. Речь идет о 60 электроавтобусах, которые должны быть поставлены и введены в эксплуатацию в ближайшие годы в региональном автобусном сообщении. Заказ оформлен через дочернюю структуру Deutsche Bahn Region Bus. Электробусы планируется использовать на городских и пригородных маршрутах, где Германия активно переводит общественный транспорт на электрическую тягу. По данным компании, техника соответствует европейским стандартам и должна заменить дизельные автобусы. Решение вызвало критику со стороны части политиков и промышленников. Они указывают, что немецкие и европейские производители также выпускают электробусы, но при этом проигрывают по цене китайским конкурентам. Некоторые эксперты указывают, что подобные закупки могут повлиять на структуру внешних поставок в транспортной сфере. Тема уже вышла за рамки корпоративного решения. В Берлине подчеркивают, что при канцлере Германии Фридрихе Мерце курс заявлен на укрепление промышленного суверенитета, однако на практике государственные компании все чаще выбирают более дешевые предложения из-за рубежа. История с заказом электробусов отражает баланс между промышленной политикой и финансовой эффективностью государственных решений Германии. И этот выбор все чаще становится предметом политических споров. Следующая тема касается актуальных данных социологических опросов. В Германии продолжается снижение популярности правящей коалиции. Согласно свежим опросам, Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз ХДС-ХСС снова теряют позиции, набирая около 24% поддержки, тогда как альтернатива для Германии АФД усиливает свое лидерство с 26%. Другие партии показывают следующие результаты. Социал-демократическая партия СДПГ около 14%, Зеленые около 11%,
партия левые около 10%. С учетом этих данных правящая коалиция не набирает большинства голосов и остается в затруднительном положении. Для канцлера Фридриха Мерца эти данные становятся ориентиром при оценке текущей парламентской конфигурации. Эти процессы также анализируются на уровне Европейского Союза в контексте общеевропейской координации. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее уже подчеркивала, что политическая устойчивость ключевых государств ЕС имеет решающее значение для реализации общих проектов и экономической политики. Однако на этом события дня не заканчиваются. В Германии отмечается переход к более высоким процентным ставкам по ипотечным кредитам. По данным экспертов, средние ставки по новым жилищным займам поднялись выше 5%, что значительно выше прошлогоднего уровня в районе 3%. Это означает, что покупка жилья для многих граждан станет заметно дороже. Банки объясняют рост ставок необходимостью компенсировать инфляцию и рост затрат на финансирование. Для людей с фиксированными ставками текущие кредиты остаются, как вы понимаете, прежними, однако новые займы и рефинансирование становятся более затратным. Эксперты рекомендуют покупателям жилья внимательно оценивать свои финансовые возможности и учитывать рост ежемесячных платежей. При этом рынок недвижимости остается напряженным, цены на квартиры и дома в крупных городах продолжают расти, несмотря на рост ставок. Для канцлера Германии Фридриха Мерца эта ситуация требует комплексного подхода к регулированию. Необходимо сочетать поддержку граждан и стимулирование строительства, чтобы рынок жилья оставался доступным. А дальше еще есть важная новость. Президент США Дональд Трамп отметил, что Европе следует взвешенно выстраивать взаимоотношения с Соединенными Штатами Америки в сфере международного сотрудничества. По его мнению, европейским странам следует расширять собственные возможности в рамках регионального взаимодействия. Трамп подчеркнул, что США принимают решения, исходя именно из собственных интересов, и европейским государствам не стоит, безусловно, рассчитывать на поддержку со стороны США в сложных ситуациях. Он также отметил, что многие решения Вашингтона принимаются с учетом внутренней политики и экономических интересов именно Соединенных Штатов Америки. Для канцлера Германии Фридриха Мерца это сигнал о необходимости укреплять оборонные возможности страны и искать новые формы сотрудничества внутри ЕС. А председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что Европа должна строить собственную стратегию безопасности и быть готовой к самостоятельным действиям, сохраняя при этом тесное взаимодействие с США. Ситуация показывает, что вопросы международного взаимодействия остаются актуальными для Европы и требуют взвешенного на сегодня подхода. На этом пока все. Вы слушали последние новости Германии. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.